Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, зачитаю последнюю сводку новостей, покажу на карте, где происходили основные события. Но самое главное, это освобождение Херсона. Посмотрите, какая красота! Раньше здесь вчера было на карте, горело все сине-красным, вся эта линия соприкосновения, шли бои. А сегодня, видите, все синим. Синий цвет, это все под контролем ВСУ. Вот эти красные точки, это территорию контролирует армия РФ. Вот уже даже получается, что идут бои уже на левом берегу, то есть обстрелы идут. Здесь есть Любимовка, Таврис такой, понимаете, уже ВСУ уже подошли, видно, к этому берегу и начали обстреливать уже вооруженные силы России, которые там окопались. Но сейчас я вам ознакомлю о ситуации на фронте. Наступление продолжается. Названа следующая цель ВСУ после Херсона. Так, украинская армия бросает вызов Кремлю. Украина не демонстрирует тяги к перемирию и намерена продолжать освобождение территории военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя. Сейчас я вам покажу. Я тоже смотрел на карту, думаю, куда сейчас будет наступать ВСУ. Вот, видите, Мелитополь. Вот, сейчас под контролем ВСУ Каменская, Орехов, Гуляйполе. Самое, да, вот это направление выгодное. Сюда ударить и в направлении Мариуполя. Вот здесь Угледар, вот здесь Павловка есть. Именно сюда получится как бы такое, ну, в направлении два удара и все отрезать, понимаете, выдавить. А здесь-то все, не бежать-то некуда, понимаете, вода. И получается что? Только в Крым. Я думаю, да, все-таки там ВСУ командование, думаю, не глупость, а генералы понимают. Здесь наступать нет смысла. В районе Херсона понтонными переправами здесь будет все разбито. Очень опасно. Километровая река где-то в ширине. Шансы большие, что наступление провалится. А вот именно на наземное наступление, Запорожье, Каменное, вот Каменское, правильно, и вот здесь вот на Орехов, сюда, думаю, на Мелитополь будет наступление. Так, и вот что дальше здесь пишут. Многие аналитики, дипломаты предполагают, что зимой в больших боевых действиях, а даже мирных переговорах может быть пауза. Но после того, как были вытеснены россияне из Херсона, Украина не желает останавливаться. И теперь, как сказать, все, украинцы будут идти вперед и наступать дальше. Ну, как правильно, нельзя останавливаться. Если идет наступление, армия РФ отступает быстрее, быстрее, пока нет зимы, еще нет снега, нет морозов, захватывать, освобождать свои территории. Потому что потом будет зима, холод, мороз, снег. Все это будет очень тяжело. А вот российские оккупационные войска бегут. И уже слева берега Днепра под Херсоном. Сейчас я покажу на карте. Пособники оккупантов не верят в способность РФ удержать новую линию фронта. Коллаборанты сегодня увозят свои семьи из Новой Каховки. Сейчас покажу на карте. Так, вон она, Новая Каховка. Так, вот, Новая Каховка, вот здесь, видите. Потому что здесь шансов тоже здесь не стоит оставаться, армии РФ. Все равно с этого берега их расстреляют. Артиллерия, хаймерсы, беспилотники будут фиксировать все эти точки огневые, где будут расположены, а здесь будет 1000 расположенные вдоль этого берега. Их просто там мясо порубят, мясорубка будет. Понимаете, очень легко расстреливать с этого берега. Байрактары, все эти дроны наводят координаты, а артиллерия это высокоточное все сравняет с землей, понимаете. Им надо отходить как бы глубже чуть-чуть от обороны, потому что все это простреливается с того берега. Так, и вот еще новости. Так, уже бегут с левого берега Херсонской области. Эти российские оккупационные войска запланированы сегодня эвакуации коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки. Их будут вывозить из города в сторону Арабатской стрелки, Геничевск. В общем, их перебазируют вон туда, далеко, правильно. Тоже не глупые, что понимает, их расстреляет. Там даже, вот, видите, стрелками показано. Сейчас попробую. Ай, вот есть, да, Геничевск. Да. Вот дорога здесь как раз, трасса. И вот по этой трассе они все уедут. Говорю, это глупость будет оставлять здесь свои войска. Тем более, то же самое, что с этого берега их расхерачили бы здесь. А здесь с этого берега расхерачат еще и так же самое.
Такие новости. Так, дальше покажу. Убегая, россияне бросили огромное количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС. Но я говорю, еще при отступлении пришлось много оставить, не успели, в панике бежали. Оставленные оккупантами бензовозы наполнены топливом. Представляете, полные топливом бензовозы. Что касается Ленд-Лиза, то очень много отмечает именно у плотины Каховской ГЭС. В Береславском районе, в селе Веселое, оккупанты бросали по виноградникам сумасшедшие колонны техники, причем не подбитые, исправные, нормальные техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего, представляете? Вот, как раз я говорил сейчас по этой карте, Береслав, вот эта вся линия, и надо было бензовозы, пофиг эти бензовозы, эти там все это, потому что быстрее переправиться, а переправа-то нету, на понтонных переправах много не переправишь. 20-тысячная группировка, им бы людей было спасти, уже не до бензовозов. И вот еще сейчас российские войска взорвали часть Каховской ГЭС. Здесь плотина есть, я покажу сейчас вот. Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС. Есть спутниковые снимки. Видите, со спутниковой все видно. Вот, вот видите, подорвана как бы часть. Хорошо, что еще всю не взорвали. Но это может еще как-то роли не сыграет, особенно здесь. Вот видите, здесь все разрушено. А, и чтобы не переправляли это самое сюда, на этот берег, как бы ВСУ свои войска. А здесь еще вот сейчас покажу окопы. Армия РФ вырыла окопы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Опубликованные спутниковые снимки. Сейчас объясню, в чем дело. Вот видите берег левый Днепра, они вырыли окопы. Их просто расхерачат здесь все эти окопы, смешают с землей. Все эти вдоль берега, видите, все видно. Там все, байрактары, дроны подымут, все, они, эти беспилотники сразу увидят все окопы, все эти людей там, копошащихся, альтерельные координаты, тут все. Зачем они этих людей? Опять же мясорубка, опять же на убой бросили. Я говорю, это правительство, армия РФ, это руководство, это дебилы. Они просто уничтожают своих солдат, просто как мясо, правильно, вот. Суровикин есть, он называет мясник. Так вот, если сейчас они все копаются, их там тоже, этих 20 тысяч, всех же и полягут они вдоль этого берега, идиоты. Надо отступать хотя бы там, а дальше чуть-чуть, где-то километров 10. Они прямо у берега, окопавшись, как? Где это? Вот, прямо около берега линия обороны. Это надо быть полным идиотом. Так, Россия окапывается на левом берегу Днепра и пытается наступать на Донбасс, заявляет Генштабе. Ну вот, да, говорю, сейчас ВСУ освободили Херсон, российские войска, опять же, безголовые командования, вот они штурмуют Масютовское, Орлянку, Новоселовское, в общем, Макеевку, Белогоровку, Солидар, Бахмут, в общем, по инерции, понимаете, ситуация такая. Путин говорит, все, надо наступать. Куда наступать? Сил нет. Мобики. Мобиков бросают, как пушечное мясо, сразу на первую линию. Их там рубят в капусту просто. Они там гибнут уже сотнями. Последняя информация, я вам покажу, сколько погибших. Это нереально, я говорю, это есть котлы по уничтожению армии РФ, ну и украинской, конечно, тоже нереальные потери, но все равно здесь вообще нереальные потери. Думаю, украинцев где-то наполовину меньше, они здесь в обороне сидят, а наступление ведет армия РФ, нереальные потери, говорю, ребята, по 700-800 в день. И этих первых зэков кидают, сзади стоят эти мобики еще, потом контрактники, а потом еще эти кадыровцы сзади с автоматами, трехэшелонированная, как сказать, это оборона. Ну и вот по всей этой линии синим-красным, видите, сине-красный Кременная, Рубежная, Бахмут, Авдеевка, вот Угледар, вот все идет мясорубка. Говорю, пока вот сейчас еще 300 положат за эти 3 месяца тысяч, а потом еще увидите, пусть скажут, у нас закончились войска, еще надо 300 тысяч. Я говорю, да, конечно, скажут, 300 тысяч есть, Владимир Владимирович. Я говорю, а под Павловкой идут бы, опять под Павловку бросили. Там у них уже 500 полегло этих морских пехотинцев. Я говорю, нереально что. Ну вот, чтобы быть не голословным, вот, 810 убитых. Больше 80 тысяч уже потеряла армия РФ. 24 танка, 3-4 БМП БТРа. Тоже танков уже точно половину уже посчитали. На начале войны было где-то около 5 с чем-то, с половиной тысяч. Там. Сейчас уже половина исчезла, видите, танков. Самолеты вон нереально, вертолеты уже вообще, видно, не летают, потому что их сбивают там постоянно.
Говорю, 800 человек это очень много, я скажу, такие цифры редко, говорю. Вот сейчас последние 700, 800, 700, 800. Вот потери все здесь написаны. Ну и вот правильно, вот статья как раз по этой теме. У нас командир даун полный. Всех в один окоп загнать хочет. Все правильно. Я говорю, всех в один окоп загнать байрактаром, потом один выстрелом их уничтожает. Потому что байрактар сразу, когда видит, если в одном окопе человек 5-10, одной ракетой и все сразу, их все и готовы все на тот свет. Российский оккупант рассказал глупости свое командование. Да, российские оккупационные войска жалуются на недальновидность начальства. Командир оставляет их рыть окопы, загоняя в них больше 3 человек. И вот он что-то заявил. Мам, тут дебилизм какой-то, понимаешь, он звонил своей матери. У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругань была, в общем, полная жопа, жалуется оккупант. В частности, россияне жалуются на дебильные команды своего командира, от которого оккупанты уже не боясь отказываются. Да, хотел всех загнать, чтобы туда один снаряд упал, и все мы погибли. Правильно, вот они так и делают. Оккупант не скрывает, что командир не бережет не только не жизни, но и свою жизнь, ихние. В общем, никто там ничего не бережет. Там уже свои начали обстреливать сзади артиллерии. Там я ролик жалко не скинул, вам скину, сейчас посмотрите. И чему жизнь не научит, понимаешь? Каждый раз так ездим и гибнут люди, машина тоже там все гибнет, констатирует оккупант. Все правильно, я говорю, вот пример, где эта линия обороны. Так, где она? Вот. Сюда всех загонят, выроют окопы, их потом все положат снарядами. Правильно говорит оккупант вот, российский. Потому что все, это такие командиры, это дураки, понимаете? А слово вообще полные. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.